Хей, меня зовут Микита. Сегодня я расскажу вам о своем опыте покупки токенов SuperRare через децентрализованные обменники. Также расскажу о своих ошибках, которые я допустил, когда покупал через DeFi обменники, о том, сколько я потерял на комиссиях для покупки и почему крипта, в частности эфир, еще не готова для массовой адаптации по всему миру. Погнали! Насколько вы знаете, я увлекаюсь криптой, NFT и всем с этим связанным. И в течение нескольких месяцев у меня было непреодолимое желание поучаствовать в каком-то листинге монет или ICO и посмотреть, что из этого может выйти. Я слышал множество историй о том, что можно сделать и 10 иксов, если влететь на начале продаж. Поэтому в течение нескольких месяцев я активно искал такой проект, но проблема в том, что хочется быть уверенным, что это не просто деньги на ветер, а насколько я понимаю, в ICO такое может быть. Значит, нужно изучить проект до его покупки, а также нужно подготовить крипту, вывести на кошелек для того, чтобы вовремя купить монету. ICO я искал через CoinMarketCap и телеграм-каналы, но в итоге для себя я понял, что это полная лотерея, и так просто на удачу я вряд ли что-то заработаю. Искатель ICO должна стать отдельной профессией в будущем, как брокер, потому что нужно потратить огромное количество времени и иметь кучу знаний, чтобы выбрать надежный проект, если понятие надежности вообще существует в ICO. И в итоге я забросил эту идею с покупкой первоначальных токенов проекта на несколько месяцев и просто занимался своими делами. Но раз вы смотрите это видео, значит кое-что произошло. В какой-то момент я распрощался с этой идеей, но в итоге мне на e-mail пришла рассылка от SuperRare, что они выпускают свой токен, которым они будут награждать пользователей платформы и бла-бла-бла. Я не углублялся, так как это мне показалось неинтересным. Но уже на следующий день токен SuperRare достигает $1,8, дает какие-то бешеные проценты, и все это пишут в телеграм-пабликах. То есть это проект, с которым я знаком до этого, у них отличный потенциал, команда, комьюнити художников, они только сегодня выпустили токен, так это же почти то же самое, то что ICO. Я еще до сих пор его не купил, точно надо брать, завтра будет в 10 раз дороже. Примерно такие мысли сразу возникают в голове. Да, и кстати на секундочку, вот это график SuperRare за все время, цена на данный момент $1,07, и как вы думаете, где я покупал? Да, примерно где-то вот здесь вот. Если вы когда-то почувствуете какой-то раш, когда заходите покупать криптовалюту, лучше откажитесь от покупки, потому что когда вы решаете купить что-то любой ценой из-за страха упустить момент, скорее всего вы просто отдадите все свои деньги, чтобы купить этот токен. И это была моя первая ошибка в этом деле. Эмоционально и без подготовки пытаться купить токены за любые деньги. Была, кстати, еще и нулевая ошибка, самая фундаментальная, никогда не покупать на новостях, потому что в момент хайпа и новостей цена самая максимальная, но это мы уже пропустим. Так вот, решив, что это мега крутое предложение, монета была опубликована только на децентрализованных обменниках, таких, например, Uniswap, и добавлять ее можно было только через контракт, я взялся за дело. Все выглядело так, как будто это тайный клад по $1, о котором никто не знает, кроме просвещенных и подписчиков кучи телеграм-каналов и рассылок. А если еще и подумать, что и у Rarible ведь есть свой токен, который оценивается в $20 и $30, SuperRare по этой логике должен стоить все $100. Все указывает на то, что монету нужно точно брать. На все про все я выделил 100 USDT просто для тестовой покупки. На этот момент курс RR составлял $1,8, и алгоритм покупки в голове выглядел достаточно просто. Я перевожу токены с биржи USDT на Trust Wallet, далее я покупаю токены RARE на 100 USDT по любому курсу, который там только есть, и просто наблюдаю за ситуацией. Но как вы понимаете, все, что могло пойти не по плану, пошло не по плану. Первое – вывод денег с биржи. Я решил не покупать эфир за те же USDT, что у меня были, так как курс на 18 августа был около $3000, а я заранее посмотрел на Uniswap, что я могу купить за USDT. Поэтому прямиком с биржи я вывожу свою $100, и в этот же момент я теряю $7 за перевод. Неприятно, но ладно. Эмоции от того, что я покупаю будущую ракету, зашкаливали, так что никакие деньги не считались, что очень, кстати, плохо. Окей, на кошельке мы имеем 93 USDT и около $30 в эфире. Заходим на Uniswap, и тут ситуация следующая. Вводится контракт адреса SuperRare, так как их токен просто так найти нельзя. Кстати, есть такой вид скама, когда скам-проекты маскируются под тикеры топовых проектов, и когда происходит листинг или ICO, они получают по ошибке миллионные инвестиции, курс монеты резко взлетает, ну а создатели данных проектов просто продают токены и едут покупать себе Lamborghini или квартиры, пока инвесторы не одумались. В общем, и тут была такая монета, которая неплохо так подлетела, но всего лишь на пару часов. Так вот, на сайте SuperRare я нашел контракт их токенов, вбил на сайте Uniswap, и тут я столкнулся с первой трудностью. Чтобы торговать USDT на Uniswap, нужно сделать первую инициализированную
генерирующую транзакцию, которая стоит около 3-4 долларов. Неприятно, но ладно. Одобряем с кошелька эфира и идем дальше. Дальше около 10-15 минут уходит на то, чтобы найти нормальный курс токена, потому что его только что опубликовали пару часов назад, и цена на него летает вверх-вниз по 10-15% каждую минуту. А децентрализованный обменник не такой уж и быстрый, и короче, когда вы хотите купить X токенов за Y денег, цена уже 2 раза меняется, пока вы нажмете на свои кнопки. Я в процессе узнал, необходимо поставить настройки, которые расширяют этот диапазон чувствительности транзакции, когда вас будет выкидывать из транзакции, что я собственно и сделал. Поэтому процент поставил на максимум, потому что все равно, лишь бы купить токены Rare, они же завтра будут стоить по 100 долларов. И тут я столкнулся с первой действительно серьезной проблемой. Для совершения транзакции, которую я думал могу совершить в USDT, оказывается нужно доплатить около 32 долларов в эфире, и даже если поставить самый-самый-самый минимальный газ, у меня пару долларов, да и не хватает на кошельке эфира. Столкнувшись с этой дилеммой, что ты выберешь? Поставить цену на транзакцию меньше рекомендуемого и попытаться сохранить эти доллары, вдруг пройдет транзакция, или докупить эфир? Это опять комиссии за покупку и перевод на кошелек, в общем дополнительные затраты. Свой ответ пиши в комментариях. Как вы понимаете, я решил сэкономить эти пару долларов и выбрал первый вариант. Время в момент транзакции замедлилось в 3 раза. 20 минут я ждал как будто день, и знаете что? Минус 24 доллара сгорели вместе с моей нервной системой. Итого токенов Rare нету, минус 30 долларов на счету. Варианта сдаться в этой ситуации я не рассматривал, но и покупать 100 долларов эфира тоже не хотелось ради одной этой транзакции. Мозг начал перебирать варианты, где можно одолжить эфира. Например, если у вас есть свободные NFT активы, которые вы готовы отдать в качестве залога на некоторое время, вы можете воспользоваться сервисом starter.co, о котором я, кстати, рассказывал чуть ранее в своих видео. Суть сервиса такова: вы можете одолжить под процент определенную сумму эфира, отдав свой NFT актив в качестве залога, или же как настоящий банкир заработать на тех людях, которым срочно необходимы деньги под NFT активы. Сервис является полностью децентрализованным, и все операции проходят прямо в блокчейн без каких-либо посредников. По ссылкам в описании вы можете подробнее ознакомиться с проектом и пощупать его функционал своими руками. К сожалению, в момент того, как я хотел купить токены Rare, у меня не было ни времени на ожидание, пока одобрят мне займ, ни свободных NFT для того, чтобы этот займ взять. Пришлось прибегнуть к старому дедовскому способу, пойти по знакомым, и к счастью нашелся один человек, зритель моего канала, который был готов одолжить нужную мне сумму. Спасибо, Ян, вот его инстаграм, накидайте ему лайков. Ян закидывает мне 25 долларов, и я бьюсь в эту стену Uniswap, и что вы думаете? Опять ошибка транзакции. Возможно, цена резко поменялась или что-то в этом духе, но факт в том, что очередная сумма безвозвратно сгорела почти сразу же после того, как я ее одолжил. Это полное разочарование. Кстати, Ян, которому 17 лет, тоже решил закупиться, и, наверное, это не остановило бросить меня эту затею. Теперь я выменял всю свою последнюю крипту в эфир, примерно получилось эфира на 65 долларов, но в этот раз мы решили использовать другой обменник, точнее агрегатор обменников Zerion. Там также пришлось платить комиссию за инициализацию USDT примерно 6 долларов. Из плюсов всех этих мутных взаимодействий и потраченного времени и денег это то, что курс монеты упал с 1,8 доллара до 1,4 доллара, то есть теперь можно купить больше монет за тот же объем денег. По итогу Zerion нашел обменник, через который мы успешно купили токены Rare с комиссией 24 доллара, газ был достаточно высокий в то время. Я, как и планировал, купил монеты на 93 доллара по курсу 1,45 доллара, и это вышло около 65 монет. Но если приплюсовать к этому комиссии, потраченные на Uniswap 2 раза, комиссии за переводы, за то, что я закинул Яну обратный эфир, еще и за транзакцию в Zerion, по итогу на комиссиях получилось около 87 долларов в никуда из-за моей спешки, неопытности в этом вопросе и децентрализованных обменников. То есть вместо среднего курса монеты в 1,45 доллара мы прибавляем те 87 потраченных долларов на эксперименты, делим на количество монет и получаем среднюю цену 2,77 доллара. Ну, выглядит достаточно печально. Чтобы вы понимали, давайте посмотрим еще раз на графики. Покупал монету примерно я вот в этом вот месте, но с моими затупами цена средняя выросла примерно вот до сюда. На данный момент цена Rare колеблется около 1 доллара, но, чтобы вы понимали, даже с моими затупами я мог выйти примерно 0 вот в этой вот точке, потому что цена достигала около 3 долларов. На самом деле я не знаю, когда эта инвестиция окупится, но я собираюсь продолжать ее холдить, пока она как минимум не сделает 2х от моих вложений. Ну и какие выводы тут можно сделать? Первое, это не спешите с покупкой и не покупайте на новостях. Также заранее готовьте нужную сумму денег и заранее готовьтесь к покупке, а также узнавайте все тонкости работы биржи и ее комиссии. Подписывайтесь на канал, учитесь на чужих ошибках, ставьте лайки и увидимся на следующей неделе. Пока!